очень много сэкономили на растворе. И готовишь его именно на том мангале, который ты сделал своими руками. Уголь берешь, бьешь об землю. Если звенит, значит хороший. Можно на вооружение даже у тебя взять. Пожалуйста, пользуйтесь, да. Арсен, привет. Добрый день, Михалыч. Здравствуйте, наши друзья, коллеги, Да, подписчики. Это вот я тебе привез подарочки здесь. Это вот краска, чтобы ты чугунное литье покрасил. Большое спасибо. Это Да. начинающим печникам, да? Да. А это вот преобразователь ржавчины, чтобы наждачкой не тереть. Я понял. Попшикаешь и Спасибо вот большое. покрасить. Да. Ну а это от Основита здесь вот очиститель плитки. Все, что необходимо для ухода за нашим мангальным комплексом. Да, водогрязеотталкивающая пропитка, вот очиститель плитки. Как нельзя, кстати. Друзья, с Арсеном вы уже знакомы. В мае, да, мы встречались уже. Есть видеоролик, можете посмотреть, как было... На этом самом месте. Да, на этом месте была разметка, в общем, ролик можете посмотреть. И сейчас уже практически готово, осталось трубу поднять и навес сделать. И, Арсен, расскажи, пожалуйста, сколько по времени примерно рабочих дней и вообще всего потратил ты на сборку? Ребят, ну на самом деле у меня чуть-чуть процесс строительства был растянут, потому что это у меня было в удовольствие строительства, я отвлекался на свои другие вопросы и дела. На самом деле, если просто полностью и плотно уйти в этот проект, я думаю, такому новичку, как я, под силу это осилить в течение одного месяца. Да, и, Арсен, напомни, пожалуйста, моим зрителям, кем ты работал и вообще, что ты... Ну, ранее я работал в полиции, в правоохранительных органах. Каменщиком профессиональным я никогда не был. Вот. Ну, все мы люди из села, скажем так. Да, главное... Кирку и лопату в руках держать умели, а направление и правильную оснастку этому всему дал Михалыч. Большое ему, кстати, за это спасибо. Вот. Так что, ребят, не переживайте, берите проект. На просторах интернета их гуляет очень много. Я перелопатил все, пытался даже сам что-то там придумать, но наткнулся на уже готовую ситуацию, изучил, и оказалось это то, что мне именно нужно. Связался с Олегом Михайловичем и очень благодарен судьбе, что оказался очень отзывчивым человеком. В процессе строительства, конечно, нам, новичкам, много вопросов. Олег Михайлович очень отзывчив к этому всему. Я постоянно связывался с ним. Даже человек приехал, вот видите, уже не первый раз ко мне показать, как это происходит, как это делается. Показывал, делал здесь мастер-классы. Он очень отзывчиво реагирует на наши позывы, подсказать в решении некоторых сложных ситуаций при строительстве мангального комплекса. В строительстве нашего мангального комплекса основными, скажем так, вдохновителями и помощниками были наши дети. Вот, так как у нас Эмилия ведет свой кулинарный блог, и большой блок будет и мангальных блюд, мы решили ей сделать такой красивый мангальный комплекс. Естественно, помощь в строительстве мне оказывал мой сын. Следующее видео мы снимем с ним, уже когда будет готова верхняя часть комплекса. Здесь уже будет облагорожено, и он будет рассказывать, как он мне помогал. Да, и заодно увидим, как Арсен со своей дочерью готовит. Да, это уже вкусняшки, будет совершенно отдельная история. Хочу вам сказать еще одно из опыта. Товарищ мой тоже нанял, так сказать, мастеров, заплатил немалую цифру, на самом деле немалую цифру,
Но в процессе, когда он просто посетил меня, увидел, что как у нас получается мангальный комплекс, еще на уровне вот такого вот, он своих мастеров выгнал. Третья бригада, даже не вторая, переделывая, доделала этот мангальный комплекс, который сейчас, слава богу, успешно радует своего хозяина. Я бывал там, скидывал видео Михалычу, человек просто потерял дар речи, увидев то, что там наделали горе-мастера. Поэтому, связываясь с бригадами строительными, необходимо много-много раз подумать, смогут ли они доработать и отработать те деньги, которые у вас взяли, либо довести это до того состояния, которое будет радовать ваш глаз и вашу душу. А самому себе всегда ты сделаешь хорошо и приятно. Касаемо тандыра, скажу, что тандыр в принципе необходим мне как человеку Востока, он просто необходим, потому что наши предки всю жизнь готовили блюда в тандыре. Да, и по-армянски он тунир, по-моему. Тонырь, по-армянски тонырь, но во всех наших восточных культурах это неотъемлемая часть нашей кухни. Предпочитаете готовить целиком туши, там, вам нужно будет больший тандыр. Я имею сейчас у себя больший тандыр. Для пользования им необходимо большое количество дров. Если вы будете только пользоваться им для приготовления шашлыка, такой большой тандыр не нужен. Можно сделать его меньше. В принципе, можно и при раскладке сразу сделать его меньше. Ну, естественно, Сделать меньше, если и всё. вы уже сами для себя будете понимать, здесь, грубо говоря, тандыр, который можно на целую свадьбу шашлык приготовить. Он За один раз. за один раз, он его действительно много. Но и прогреть такое количество кирпичей тоже для этого нужно очень много дров. Соответственно, внизу он накаляется быстрее, сверху, чтобы он дошел до той температуры, нужно еще подкинуть дров. Да, Арсен, скажи, пожалуйста, сколько примерно ты потратил денег на вот все, что здесь есть? Ну, плюс-минус. Ну, Кирпичи. опять же, в зависимости от того, какой вы кирпич будете, допустим, использовать при кладке именно облицовочного, да, облицовочной кладки. Я сейчас затрудняюсь вывести цифру, но она гораздо меньше, чем та, которую потратил мой товарищ, который пригласил уже третью бригаду, переделал свой мангал. Он потратил почти 500 тысяч на доведение до конца своего мангального комплекса. Этот кирпич я покупал в городе Геленджике. Он с Калининграда, кажется. Вот. Не помню, как он правильно называется. Чугунная плита 5000, 1500, 1000, сеточка 1000. Так, здесь даже не считаю, тут уголок, тут копейки, тут что тут такого. Здесь 1000. Основная стоимость у нас уходит на огнеупорный кирпич. Очень много сэкономили на растворе. Допустим, в некоторых проектах используется белый раствор специальный, но по совету Михалыча он сказал, что есть возможность вот таким образом сэкономить. Мы использовали обычный песок, цемент, кладку. После этого мы просто-напросто затерли обычной затиркой, которой пользуются кафельщики, обработали швы, и он у нас пришел в тот же вид баварской кладки. Арсен, ну вот чертежи как было? Понятно, непонятно, что там было? Какие моменты были, затруднялся ты именно в чтении чертежей? Были какие-то сложности там? Никаких сложностей я не увидел, все доступно. Распечатываешь сразу всю книжечку, делаешь для себя альбомчик, файлики себе складываешь. Почему файлики? Потому что здесь у тебя всегда там вода, там грязь и так далее, чтобы чертеж не портился, и ты им доступно работал. Поставил на магнитик, видишь, что надо делать,
и порядово, как конструктор Лего, элементарно собираешь. Для меня, как человека, который этим раньше профессионально не занимался, самое сложное было это посадка конструкции на местность. Да, чисто Разметка. в общем. разметка, попасть в геометрию, выставить углы первого ряда, вывести потом второй и выходить. Естественно, были сложности по поводу сборки арок, но здесь очень плотно консультировался с Михалычем, прям человек Ну да, перезванивал, то есть как опалубку получилось, отправь собирать, фотографии, да, что там у тебя и так далее. Ну, просто полное сопровождение, Да, я вижу, полностью тут доволен. Зарезано прям. Арсен, скажи, а вот где ты думал, что ты легко справишься, а на самом деле возникли сложности какие-то? Или наоборот, думал, что сложно Я вам скажу, будет, что наоборот. Я думал, что будет сложно, а оказалось гораздо легче. Мне почему-то казалось, вот я буду собирать арку, и оно у меня упадет, посыпется. вниз, да? Да, вниз. Вот всегда у меня какая-то вот, ну, какой-то страх в этом присутствовал. Но после консультации с специалистами, конкретно со специалистом, он мне сказал, что кирпичики сами себя сжимают и сами себя держат в этой кладке. Переживать не стоит, все будет в порядке. Вот. Естественно, мы связали каждый кирпичик друг с другом через этот, как он называется, ленточную, Мгм. которая есть в проекте. Ясно. Я Оказалось- вижу, да, ты кирпичи зарезал и выпил и сделал, и теперь у тебя весь кирпич туда Да, зашел. да, вот сделал именно Видите, так, как по проекту, с Прям запилами, четко все вот видно, как будто бы кирпичи так подрезались. То есть насколько Вот всё это отсюда. упрощается. Вот именно арка. Только заготовка ушел целый день. Распил, где-то сломался Подготовил, кирпич, уже да. ты его выкидываешь куда-нибудь со злости, второй берешь, делаешь. И когда уже подготовил, через день, даже не на следующий, когда ты уже отошел от этого нервного срыва, через день берешь и быстренько он один к другому сам уже становится и собирается. И сверху Да. зажимаешь рядом, и он уже идет. А еще кому-нибудь, если попросит у тебя товарищ твой, соберешь ему теперь барбекю? Собрать очень легко, но не каждому я это сделаю. Я смотрю, ты модернизировал здесь сразу такие полозья, да, получились у тебя. Теперь Ну да. можно хоть по сантиметру вот так двигать и устанавливать на любую длину. Очень, кстати, дельное такое, можно на вооружение даже у тебя взять. Пожалуйста, пользуйтесь нашими доработками. Была бы, допустим, одна длина шампура, а здесь можно, ну, не фиксированно какую-то сетку ставить, либо сетку для рыбы, либо сетку для овощей, либо Ну да, разного, то есть здесь разной уже длины это- шампура. Make it pop like this. Make it not like this. Make it drop. Ой, ну готовим здесь, естественно, все блюда, которые готовятся на огне. Сейчас излюбленным блюдом моего семейства является люля-кебаб, который мы здесь научились делать. Также по совету других специалистов в области кулинарии наши друзья-повара подсказали, как правильно выбрать Ждем фарш. Рецепт Вот. обязательно. Очень большой выбор блюд по приготовлению именно в тандыре. Рекомендую вам, мои друзья, взять именно те проекты, где присутствует тандыр. Тандыр очень помогает мне. Повесил спокойненько, закрыл и идешь заниматься Занимаешься своими делами. своими Тот же делами. люля успеешь приготовить, пока здесь он уже сварится спокойненько. Вот. На Арсен. печке мы готовили уже икру на зиму, даже крутили, все у нас хорошо получается, печка тоже очень хорошо помогает. Ну, в дальнейшем, когда мы уже доделаем весь этот наш проект, он будет нас даже согревать теплом, и мы здесь будем проводить много времени. Приглашаем в Арсен, гости. да, спасибо. Арсен, скажи, пожалуйста, есть ощутимая разница жарить шашлыки, ну или люля на дровах или на уголь покупать? Вот вкусовая именно вот по жару самому. Потому что я слышал такое, что уголь древесный готовый, он дает больше жара, чем от дров уголь. Ты замечал такое когда-нибудь, нет? А опять же, зависит от качества угля. Вы можете купить уголь, который вас просто разочарует. Вы очень много времени потратите на его розжиг и расстроитесь, рассердитесь и не сможете нормально доработать и приготовить ваше блюдо.
дрова в любом случае они дадут вам хороший костер, хороший Ну, то есть ты уголь. уже знаешь результат какой будет. Лично да? я, От лично дров. я пользуюсь дровами. Углем я пользуюсь тоже, но это когда, допустим, у меня необходимо быстро сделать, чтобы не ждать, пока дрова разгорятся. Пользуюсь я именно березовыми углями. Очень большой выбор сейчас у нас много на рынке и дубового угля и так далее, но я разочаровался в нем, там очень много пыли. В больших мешках с зеленой этикеткой, я даже не помню, как называется, компания, которая его производит. Уголь берешь, бьешь об землю, если звенит, значит хороший. Я так проверить, да? Да, мне так шашлычники сказали. Всё. Лайфхак. Еще мои друзья шашлычники подсказали, для приготовления лучше для розжига пользоваться ячейкой для яиц, Мгм. картонкой вот Мгм. этой. Скомкали ее, положили. Она не даст потом того эффекта, что у вас пепел от сгоревшей бумаги Мгм. летит по всему мангалу. Мгм. Он уйдет туда у вас в дрова и спокойненько и очень хорошо разжигает угли. Это мои друзья из Украины мне подсказали, как именно правильно разжигать огонь. Изменить проект Михалыча, внести сюда кусочек родины, скажем так. Поэтому облицовочный камень я использовал базальт, который привезли ребята из Армении. Вот. Так как я в проекте видел, что Михалыч везде использует именно базальтовую, Ну да, базальт. базальт, шнур, базальтовая вата, ну и пришли к тому, что будем использовать базальтовый камень для облицовки. Ну, как гранит. Вообще не отличишь базальт, гранит. Очень плотный. Ну, это еще не доработано, мы сейчас это все доработаем, вычистим все. И в финальном видео мы вам вышлем, вы тогда уже оцените это. Да, да, отлично вообще. Вот здесь вот прям уже полировал, наверное, вот эту сторону. Да. Да. Как гранит. Супер. Ну, Арсен, я тебе хочу сказать, ты молодец. Руки откуда надо, мужчина. Спасибо большое. Вот доказательство. С первого раза собрать барбекю комплекс. Не каждый печник может это сделать, не каждый дипломированный печник это может сделать. А здесь вот для своей семьи очаг. Очаг — это сердце дома, это уют, это безопасность. То есть ты всегда больше и в тепле, и сытый. Да. Своего рода Да, уже визитная карточка двора получается. да, сразу заходят люди и смотрят на очаг. Ну, то, что я мужчина, это я знаю с рождения. Строительство этого мангального комплекса принесло кучу положительных эмоций, скажем так, что и это нам по плечу. Ничего сложного в этом нет. Вот еще лишнее доказательство, что надо от Обязательно делать. Да, от сквозняка надо закрывать. Потому что, видите, сразу ветер закручивает. Тем более у Арсена дом в самом, наверное, живописном месте в Геленджике находится, на горе. Отсюда такой прекрасный вид на всю бухту. Первый раз я услышал, видите, какая разница у шампуров. Смотрите, один какой широкий, второй уже. Оказывается, вот эти шампуры, или шампура, шампура широкие, это специально для люля. То есть мясо на таких не жарят, потому что может кусок разорваться. То есть вот для мяса вот такие узкие. А это будет фарш удерживаться. На самом деле очень приятно, когда ты научился готовить вкусные блюда на мангале, именно тот же люля-кебаб. И готовишь его именно на том мангале, который ты сделал своими руками. Когда ребята приезжают, говорят: да ладно, это ты сам сделал? Да, не может быть. Да, я не поверю. Ну, приходится показывать промежуточные видео, как я, даже супруга с окна снимала, как я делаю кладку, отправляла ребятам, чтобы они действительно убедились, что я сам своими руками это все делаю. Так что, друзья, смелее, все в ваших руках. Мечты сбиваются с этим событием. Не Молодец. стесняйтесь, Да. берите и пользуйтесь, берите и делайте.